Всем доброго утра! Сегодня покажу, как я готовлю куриный бульон. У меня уже одна быстрая версия есть на канале, ссылка в правом верхнем углу. А сегодня я приготовлю более медленную версию, так как не у каждого в доме есть скороварка. Ну а так как время идет к обеду, поэтому я и начал готовить эту курицу с утра, то помимо этого я приготовлю еще домашнюю лапшу. Курицу я приобрел суповую, которая готовится очень долго, примерно 2,5-3 часа. Я ее уже предварительно осмолил. И что я делаю еще при варке курицы? Я вырезаю вот эту копчиковую железу. Ну, потому что она несъедобна. Посмотрите, какое у нее количество жира. Бульон будет замечательный. Курицу я сразу залил кипящей водой, дам ей закипеть, убавлю температуру и буду снимать образовавшуюся пенку. Вот вода уже начинает закипать, я убавляю температуру. Специи, овощи и соль я пока не добавляю. Из приправ для бульона я возьму 4 очень махоньких лавровых листика, ну это примерно 2 лавровых нормальных листа, 2 гвоздички, с десяток перца горошек и с десяток можжевеловых ягод, которые я предварительно раздавлю, чтобы они в бульоне быстрее и лучше раскрылись. Также мне понадобятся овощи, в данном случае небольшая часть лука-порей, морковные очистки, буквально с 2 морковин, хотя даже вот еще пол морковки я добавлю. Ну а эту морковь использую в салат или для чего-нибудь другого. Так, есть у меня корень сельдерея, присутствует в холодильнике. Он уже предварительно был помыт, поэтому я добавлю только обрезки. Потому что эту часть я могу использовать для чего-то другого, что я смогу съесть. И их я есть не буду. Ну и также в холодильнике у меня нашлась уставшая петрушка. Она чистая, помытая, но она уже старая. Ну а для бульона она вполне подойдет. Поэтому я ее отправляю сюда же. Ну и начинаем потихоньку снимать пенку. Следите за тем, чтобы бульон у вас сильно не кипел. Пока бульон кипит, я приготовлю тесто для лапши. Использовать я сегодня буду 2 типа муки. Один тип 405, это самая обыкновенная мука высшего сорта. И инстантная мука. У нее стоит здесь доппельгрифих. Она более жесткая. И еще на пакете может стоять также значение как для шпецля или как для пиццы. Возьмите эту муку. Если у вас нет возможности купить муку доппельгрифих, то будете работать только с этой мукой. Просто лапша у вас будет просто немного мягче. Вот и все. Ничего страшного. Я буду делать небольшое количество, поэтому возьму только 2 яйца. Количество всех ингредиентов вы у меня найдете под видео. Это яйца класса М, и весят они примерно 50 грамм чистого веса, плюс-минус 1-2 грамма. Сразу яйца присаливаю и добавлю 50 мл воды. Это половина массы яиц. И буду потихоньку вмешивать муку, которую я предварительно просею. Так, муку я перемешиваю. Пропорции взял 50 на 50. Так как на данном этапе я не знаю, сколько у меня уйдет муки, я пока взвесил то и другое по 150 грамм. А позже мы узнаем, сколько мы использовали в действительности. Благо есть весы. Яйца взбиваем. Взбиваем только, чтобы соль разошлась, не более того. Не забываем время от времени снимать пенку. Я всегда добавляю муку к жидкости, не наоборот. Ну вот, теперь потихоньку я могу вымешивать тесто. Так, ну я воспользуюсь ковриком. И начинаю потихоньку замешивать крутое тесто. И постепенно я буду добавлять муку и вмешивать ее. Это я делаю для того, чтобы тесто у меня сразу не стало комком, который будет мне потом не промесить. Ну вот, по истечению 10 минут я замесил крутое тесто. Всего я просеял 300 грамм муки, а для теста мне понадобилось 275. То есть расчет был, в принципе, довольно неплохой. А оставшиеся 25 грамм я буду использовать, когда я буду раскатывать уже тесто. Заворачиваю в полиэтиленовую пленку и отправляю отдыхать на 1 час. Суп все равно варится, мне спешить некуда. Пусть тесто отдыхает. Я даже его в холодильник убирать не буду. Оставлю так, как есть. Так, друзья, ну вот мой бульон кипит уже 1 час. Пенка уже не образуется. И вот теперь я добавляю 2 чайные ложки соли. И отправляю специи.
Как вы заметили, вначале я курицу залил кипятком. Делаю это я для того, чтобы это было просто быстрее, чтобы она закипела. И я знаю, что через 5 минут бульон мой будет кипеть, чтобы я не проворонил вот этот самый ответственный момент, когда нужно убавить температуру, и чтобы бульон потихонечку кипел. Если мы, конечно, хотим получить чистый прозрачный бульон. Ну вот как здесь. Первые 10-15 минут очень важны. Крышку я позволяю себе оставить вот так, приоткрытой, ничего страшного. Через следующие полчаса кипения бульона я добавлю овощи. Сейчас их нет смысла еще добавлять, потому что курица будет по-любому еще 1,5 часа точно готовиться, чтобы какие-то витамины еще немного остались. Ну вот, прошло еще полчаса, и теперь я добавляю овощи. Добавлю еще кипятка и буду варить курицу до готовности. Тесто мое отдохнуло, и я начинаю его раскатывать. К моему большому сожалению, у меня в доме нету длинной скалки тонкой, поэтому буду работать с тем, что имею. Возможно даже, что вот этот кусочек мне будет слишком большой за один раз, поэтому я его располовину. Не, все-таки этот кусочек я тоже разделю на половину, потому что я вижу, что по моей скалке она слишком маленькая. В общей сложности я буду раскатывать 4 маленьких колобка, слегка припылить. И вот так периодически поворачивая тесто по или против часовой стрелки, от середины начинаем раскатывать. Я не боюсь добавлять много муки, потому что лапшу я буду отваривать отдельно. Я же хочу, чтобы у меня суп был прозрачный. А если я буду отваривать лапшу с мукой, то этого не произойдет. Время от времени нужно переворачивать, потому что мука имеет такое свойство собираться в одном месте. Если бы у меня скалка была бы длинная, то я бы делал бы следующим образом. Хорошо бы припылил мукой. И вот такими вот движениями распределял бы все тесто по всей скалке. Ну, за неимением таковой делаю тем, что есть под рукой. Так, ну вот рука уже почти видна, еще чуть-чуть. Так, ну все, этого будет достаточно. Нарезаю вот на такие полоски. Слегка их припыляю. Так, ну и нарезаю. Здесь кому какая толщина больше нравится. Я люблю более тонко. Стараюсь на тесто не давить, а именно резать. Готовую лапшу опять припыляю мукой. И отправляю на какое-нибудь широкое блюдо. Все. Чтобы она не слипалась, выглядит она у меня вот так. Ну и так все последующее тесто. Так, ну здесь только половина лапши, которую я приготовил. Воду я уже на плиту поставил. Лапшу отправляю в сито. Ну и слегка просеиваю, чтобы избавиться от излишков муки. Воду хорошо присаливаю. На 2 литра воды 2 столовые ложки соли. Обязательно перемешать. Иначе соль может не успеть раствориться. Так как лапшу мы будем отваривать. Сейчас посмотрю, минутки 2, может быть максимум 3. Все. После того, как лапша приготовится, сразу отправляем ее в чашку с холодной водой. Прикрою буквально на минутку. Это было 2 минуты. Достаточно. Воду я через 2 минуты солью. Так, моей курице понадобилось 3,5 часа, чтобы приготовиться. Так, ну и аккуратно ее для начала вынимаем из кастрюли. Так, ну затем я аккуратно отбрасываю овощи, особо не поднимая муть. Здесь главное не спешить, а то вся работа на смарку. Так, ну и теперь его процеживаем. Сито, бумажную салфетку и потихонечку процеживаем. Ну вот, больше ничего не происходит. Вот это то, что у нас в сите, это все куриный жир. Я его собираю просто отдельно в отдельную пиалочку. Вот он у меня, красавчик. Так, меняем полотенце и процеживаем оставшуюся часть бульона. Так, ну и даю бульону полностью процедиться. Так, кастрюлю я помыл. Отправляю сюда процеженный бульон.
Кастрюля у меня 4-литровая. Бульон у меня крепкий, и поэтому я добавляю еще кипятка. Все, этого будет достаточно, потому что мы еще отправим сюда часть лапши. Пробую на соль. Еще буквально чуть-чуть можно досолить. Так, ну вот бульон, чтобы вы видели, все нормально, чистенький, как и должно быть. Отправляю на плиту, вскипячу, добавлю лапшу и укроп. Домашний суп готов. Так, вот еще один момент. Видите, это наш куриный жир, который остался. И мы количество своего холестерина сейчас в данный момент можем сами обозначить, сколько нам нужно. Так, ну вот для меня уже достаточно. Эту часть я использую куда-нибудь, да в тот же самый картофель. Так, ну я отправляю лапшу. Здесь у меня ровно половина того, что я отварил. Сейчас я посмотрю, достаточно ли этого будет или нет. Нет, я вижу, что этого будет маловато. Добавлю еще половину от половины. Поглядим теперь. Ну вот, совсем другое дело. Значит, с того теста, с 400 грамм готового теста, после того, как я отварил лапшу, у меня получилось 800 грамм. Сейчас в кастрюле у меня 600. Добавляем укроп. Ну и можно приступать к приему пищи. Курицу я разобрал на части. Ножка, крылышко, грудка. Тут в этом случае каждый может выбрать для себя сам, что он хочет. Немножко перца. Крылышко. Ну и хвостик. Это будет мне. С хвостика, как вы помните, копчиковую железу я удалил. Если кому-то покажется, что в супе мало лапши, не добавляйте ее сразу в суп, потому что он немного постоит и будет густой. Добавить вы ее можете всегда в тарелку. Это была длинная версия куриного бульона. Есть и короткая. Ссылка на нее в правом верхнем углу. Но для этого нужно иметь скороварку. Если вам это видео понравилось, если не понравилось, а я желаю вам всего самого доброго и до новых видео.